Я думала, что после жизни в Египте меня уже ничего не удивит. Но нет, Испания смогла это сделать. Привет, я Лара и второй год живу в Испании. Перед этим 7 лет я жила в колоритном Египте и год с небольшим на острове Кипр. Странностей повидала достаточно, но все же Испания смогла меня удивить. Сегодня о том, чем именно, а также я поделюсь с вами, как смогла адаптироваться, к чему успела привыкнуть, а какие вещи останутся для меня странными навсегда. Первые несколько дней в Херес-де-ля-Фронтера я просто ходила по улицам, глазела по сторонам и молча за всем наблюдала. В принципе, ничего особо странного не было, просто новая страна, новый город, новые люди. Но постепенное шоковое состояние долгой дороги сюда прошло, и я стала обращать более пристальное внимание на все, что происходит вокруг. Первая суперстранная вещь, на которую я обратила внимание, почему я не вижу людей в кафе с кофе или чаем. Все мирно попивали вино или пиво. Это как вообще? В один из дней я вышла из дома с твердым желанием начать адаптироваться. Первые 3 недели я жила в замечательной испанской семье, которая радушно приняла меня. И очередной раз хочу сказать огромное спасибо, Лаура и Даниэль, за все, что вы для меня сделали. Итак, я вышла из дома с твердым намерением выпить кофе. Казалось бы, что здесь странного? На тот момент я успела запомнить всего несколько испанских слов, и что написано на кафе, я даже не старалась понять. Какая разница, ведь кофе точно есть везде. Я присела за столик вот в этом заведении с названием «Горилла». Время было около 12 дня, и первое, что я спросила, может быть, кто-то говорит по-английски, но оказалось, что в этом заведении нет. Не беда, ведь слово «кофе» на многих языках звучит очень похоже, но меня ждал сюрприз. Официант как-то странно на меня посмотрел и сказал: «Нет, кофе у нас нет, у нас здесь только пиво». Я в прямом смысле слова широко раскрыла глаза и не могла понять, как это нет кофе и какое пиво в 12 дня. Сейчас я уже знаю, что есть кафе и бары разного типа. Сервисерия от слова сервеса, пиво по-испански, ориентировано заведение именно на этот напиток. Если написано бар-сервисерия или кафетерия-сервисерия, то там может быть кофе и завтраки с утра, горячие блюда в обед и прочее. Но, как выяснилось, в Горилла было только пиво. Также здесь есть бары, которые работают всего несколько часов с утра и делают только завтраки. Кстати, про испанские завтраки я обязательно расскажу отдельно, они меня тоже порядком удивили. И тут мы плавно переходим к странности номер 2. Почему все пьют с утра? Вначале я была просто в шоке, особенно после жизни в мусульманском Египте, где алкоголь в обычном супермаркете купить было нельзя. Можете представить мое ощущение. Да-да, сейчас на улице 12-15. Меня очень удивляли люди, пьющие вино вместо кофе с утра, или просто гуляющие с бокалами по улице. Нет, не с одноразовыми стаканчиками, а именно с красивыми стеклянными винными бокалами. У кого-то они были наполнены, кто-то просто в руках нес пустой винный бокал. И я вообще не могла понять, что же это, что происходит. В тот момент у меня в голове были очень странные мысли по этому поводу. Например, я думала, что, может быть, здесь нужно в кафе ходить со своими бокалами, или люди настолько боятся коронавируса, что хотят пить только из своей посуды. На самом деле все оказалось намного проще, но об этом я узнала потом и долго смеялась сама с себя, когда возвращалась домой с винным бокалом в руках. Херес-де-ля-Фронтера – город вина. Это понятно даже по названию. Все, что связано с вином, это одна из главных достопримечательностей нашего города. Здесь культ вина, и постоянно происходят разные винные мероприятия.
Так вот, система на этих мероприятиях такая: ты покупаешь пустой бокал за символическую плату, и его уже наполняешь вином в зависимости от мероприятия. На дегустациях бесплатно, на фестивалях и праздниках за небольшую плату. Потом с этим бокалом отправляешься гулять по городу, и в итоге несешь его домой. У меня уже собралась небольшая коллекция, и, как видите, не только бокалов. Еще одна странная и непривычная для меня вещь – это сиеста. Нет, это вовсе не тогда, когда вы притомились и решили немножечко полежать. В Андалусии сиеста – это официальное время отдыха в самый разгар жары. Обычно с 2 до 6 дня практически все в городе закрыто, и на улицах вы почти никого не встретите. Магазины, многие кафе и учреждения закрываются на сиесту. Некоторые компании круглый год работают по графику с утра и до обеда. Библиотеки, банки, рынки. Городские поликлиники летом переходят на такой режим работы. Только до 3, потом все отдыхать. Лишь большие супермаркеты работают полный день. Маленькие магазины в сиесту всегда закрыты. А в воскресенье закрыто все. И к этому мне до сих пор сложно привыкнуть. Странность номер 4. Испанцы очень любят стоять в очередях и обладают невероятным терпением. Мне бы очень хотелось научиться у них этому качеству, потому что своего терпения я вообще не имею. Но вот стоять в очередях, этого я, наверное, не пойму никогда. Больше всего меня удивила очередь в ресторан. Они могут ожидать 30, 40, 50 минут просто в очереди для того, чтобы покушать в ресторане. Как вам такое? Стояли бы в очередь в ресторан? Кстати, понятие ресторан здесь тоже отличается от привычного нам. Есть действительно рестораны и есть со звездами Мишлен, но в большинстве случаев они вот такие. Внешне мало чем отличаются от кафе, пивных и уличных баров. И вот именно среди этих простеньких ресторанчиков есть такие, куда нужно занимать очередь. Странность номер 5 для меня – это любовь испанцев к лотерее. Безумная любовь. Здесь в Испании множество разновидностей лотереи. На каждой улице можно встретить киоск по продаже лотерейных билетов, а также массу людей, распространителей, которые готовы продать вам за 1-2 евро надежду стать миллионером. Новогодняя лотерея – это вообще что-то отдельное, многолетняя национальная традиция. Выглядит она как своеобразное шоу. Но самое странное – это когда испанцы стоят в большую очередь, чтобы купить лотерейный билет. Это лишь только часть тех странностей, которые меня удивляли и поражали в самом начале. И знаете, мне это очень нравится – открывать новое, узнавать неизведанное, знакомиться с традициями и культурой другой страны. За год, который я живу в Испании, я научилась многим вещам. Я адаптировалась, смогла жить по испанским правилам. Есть вещи, которые я делаю вместе с испанцами, ну а есть такое, что мне освоить трудно. Сейчас я редко выхожу из дома во время сиесты и даже могу устроить себе несколько часов дневного сна, чего раньше со мной никогда не случалось. Я могу постоять в очередь, чтобы выпить бокальчик вина в любимом Табанко. И, кстати, я научилась пить пиво в 12 часов дня. Секрет простой. Здесь оно очень легкое, и его практически не слышно. От одного бокала ничего не будет. Но это только от одного, запомните. Как-то я покупала себе лотерейный билет, но ничего не выиграла. Но знаете, какая самая удивительная странность? Все жители Андалусии выглядят счастливыми. Атмосферой покоя и счастья окутан весь город, в котором я живу, Херес де ла Фронтера. Хотя, конечно же, у него есть свои сложности и трудности. Но всеобщая атмосфера счастья, витающая в воздухе, это невероятно удивительно, немного странно и просто потрясающе. Очень надеюсь, что мое каждое видео с Херес де ла Фронтера передает вам немножечко этой атмосферы счастья, которая живет здесь.